Эй, когда вы в последний раз удивлялись чему-то по-настоящему грандиозному? Представьте, что ученые копнули глубже, чем когда-либо, и наткнулись на нечто невероятное под льдами Антарктиды. Да-да, вы не ослышались. Белая стена, о которой мало кто догадывался, тянется через весь континент. Что она скрывает? Сегодня вы узнаете о самых удивительных открытиях на Земле, где морозная тишина и белизна покрывают тайны, которые не снились даже сценаристам фильмов. Оставайтесь на связи, дальше будет еще интереснее. С самого начала 20 века, когда отважные первопроходцы начали осваивать просторы Антарктиды, появились первые упоминания об удивительных и необъяснимых событиях, происходящих в этом суровом краю. Одной из наиболее известных историй является экспедиция под руководством Роберта Фолклана Скотта, достигшего Южного магнитного полюса 18 января 2012 года. Хотя изначально они потеряли всего одного члена команды, обратная дорога обернулась катастрофой для всех остальных. Согласно официальной версии, причиной трагедии стал жестокий климат антарктического континента. Однако позднее обнаруженные дневники участников свидетельствовали о том, что им пришлось столкнуться не только с непогодой, но и с пугающими феноменами, включая загадочные световые сферы, которые словно преследовали группу, унося одну жизнь за другой. Позже, в конце 1950-х годов, другая экспедиция, отправившаяся от станции Мирный к Южному полюсу, также закончилась трагично. Из 6 человек выжило только 2, причем один из них, Юрий Коршунов, смог сохранить рассудок. Впоследствии он рассказал о встрече с огромным светящимся шаром размером от 50 до 65 футов, который, по его словам, изменял свой облик и цвета, временами напоминая нечто похожее на длинную фигуру с отверстием посередине. Этот объект, как утверждал Коршунов, мог растапливать снег вокруг себя, оставляя серьезные ожоги на телах людей и превращая одежду в лохмотья. Еще одно событие произошло в 1966 году, когда американская экспедиция, стартовавшая со станции Мидуэй, благополучно вернулась домой без человеческих жертв, хотя вскоре после возвращения половина ее членов оказались в психиатрических клиниках. Все документы и записи этой миссии были незамедлительно засекречены. На протяжении десятилетий исследователи неоднократно сталкивались с необычными явлениями в Антарктиде. Гигантские светящиеся сферы и тень, сопровождающиеся резкими изменениями температуры и магнитных полей, часто оказывались смертельными для тех, кто пытался проникнуть в тайны Южного магнитного полюса. Эти феномены получили свое название в 1966 году, благодаря физику Рою Кристоферу, который назвал их плазмозаврами. По его мнению, эти объекты представляли собой живых существ, состоящих из плазменных образований. Российские ученые также подтверждают наличие подобных явлений, но предлагают иную интерпретацию. Они рассматривают их как психофизические энергетические сгустки, способные вызывать видение и причинять вред через мощные электрические разряды. Некоторые эксперты предполагают, что такие образования могут существовать еще с докембрийских времен, задолго до возникновения первых форм жизни на планете. Экспедиция 1912 года в Антарктиду под командованием британского исследователя Роберта Фолклана Скотта завершилась трагически в год спустя. Выжить удалось лишь одному участнику, который вернулся с редким фотоматериалом, вероятно, содержащим сведения о мифическом ледяном барьере, одной из самых больших загадок Антарктики. Легенды гласят, что этот барьер простирается через весь континент. Большинство фотографий, снятых командой Скотта, до сих пор находятся в секретных британских хранилищах. Однако несколько лет назад в интернете появилась серия изображений, якобы показывающих следы древней цивилизации за этим ледяным барьером. В декабре 2022 года на платформе BitChute снова всплыли фотографии, приписываемые Роберту Скотту и датированные 1912-1913 годами. Эти кадры демонстрируют пейзаж за ледяной преградой. После прохождения зоны экстремальных холодов открывается теплый южный регион с постепенным исчезновением льда, появлением зеленых насаждений, включая лесные массивы и, наконец, каменистым берегом, ведущим к неизвестному океану. Здесь можно увидеть различные артефакты, руины старинных храмов и статуи, изображающие людей и загадочных созданий. Многие задаются вопросом, почему участники антарктических экспедиций вынуждены были терпеть невыносимые условия, питаться замороженными продуктами, передвигаться на лыжах и бороться с обморожением, зная, что шансы выжить минимальны. Даже самые отчаянные искатели приключений и охотники за сокровищами никогда не брались за столь опасные предприятия.
Согласно официальным данным, Роберт Скотт погиб на обратном пути к кораблю Terra Nova, который доставил его в Антарктиду. Но неофициальные расследования конца 20 века намекают на возможность убийства знаменитого исследователя. Оказалось, что все промежуточные лагеря на пути возвращения были опустошены. Запасы пищи, топлива и снаряжения исчезли, что привело к гибели экспедиции. Есть предположение, что запасы могли быть уничтожены какими-то хищниками, следящими за пришельцами, но главная версия указывает на капитана судна Terra Nova. Возможно, Роберт Скотт узнал слишком много и не собирался хранить эту информацию в тайне, поэтому его могли заставить замолчать навсегда. Существуют древние карты, созданные адмиралом Пири Рейсом, которые поражают своей точностью в отображении контуров и рельефа Антарктиды, словно они были созданы с использованием спутниковых технологий с инфракрасными сенсорами, способными видеть сквозь лед. Все эти факты заставляют задуматься, что Антарктика может быть гигантской искусственной холодильной камерой, закрывающей доступ в другие миры. И эту правду тщательно скрывают от общественности. Существует мнение, что Антарктида, возможно, служит лишь одним из элементов гораздо большего загадочного образования. Исследования этой территории строго контролируются и подвергаются цензуре. Любая значимая информация о так называемой «белой стене» просто исчезает из архивов и интернета. Этот таинственный объект, проходящий вдоль 180-го меридиана по дну Тихого океана, был удален с навигационных карт и онлайн-сервисов. Несмотря на это, опытные моряки и подводники знают о его существовании, но предпочитают избегать обсуждений на данную тему. Все это создает ощущение, что кто-то намеренно пытается скрыть данные о данном объекте. Первые сведения о Великой Стене Земли появились на картах Google, и перед тем, как ее удалили, представители компании объяснили это как ошибку программного обеспечения, результат наложения изображений океанского дна. Однако, если это действительно так, то почему на некоторых участках карт до сих пор видны плохо обработанные пирамиды, ворота и другие необычные структуры, напоминающие искусственные постройки? Перепады высот кажутся грубо закрашенными. Теперь большую часть стены занимает размытое изображение подводной местности, а программисты Google отказываются давать какие-либо комментарии по этому поводу. Стоит заметить, что первые упоминания о гигантском подводном сооружении возникли задолго до эпохи интернета. Есть пророчество о Белом царе и Великой подводной стене, записанное в книге пророка Захарии. В нем говорится о неком Белом царе Зоровавеле, который однажды раскроет миру эту стену. Считается, что она станет краеугольным камнем, освободившим человечество от оков лжи и открывшим людям истинную природу бытия. Загадочная структура, получившая название «Великая Белая Стена» в 2020 году, проходит от Антарктиды до Арктики по океаническому дну. Ее протяженность составляет примерно 12,5 тысяч миль, ширина варьируется от 3 до 13 тысяч футов, а высота достигает 19,5 тысяч футов в различных точках. Конструкция стены неоднородна. В одних местах видны опорные колонны и контрфорсы, другие — сооружения, напоминающие ворота или шлюзы. Рядом с ней располагаются пирамидальные формы, явно имеющие искусственное происхождение, а также участки, покрытые илом и песком. В некоторых зонах стены заметны разрушения, создающие впечатление наличия металлического или другого внутреннего каркаса. Интересно отметить, что в научных публикациях иногда появляются статьи о древних архитектурных объектах в этом районе, которые могли принадлежать исчезнувшим цивилизациям. Тем не менее, существование Великой Белой Стены остается окутанным тайной в рамках официальной науки. Первая гипотеза о ее наличии возникла у ученых, исследующих квадратные айсберги в море Росса у побережья Антарктиды. В ходе своих изысканий они обнаружили загадочную структуру, напоминающую гигантскую стену. В 1884 году международная конференция приняла решение считать Гринвичский меридиан нулевым. Такое название он получил в честь Гринвичской обсерватории в Лондоне, откуда ведется исчисление всемирного времени. Среди ученых, принимавших участие в обсуждении выбора нулевого меридиана, был шотландско-канадский исследователь сэр Сэндфорд Флеминг. Поговаривали, что он состоял в одной из масонских лож и занимал там высокое положение. Флеминг предлагал провести нулевой меридиан вдоль подводной стены. Таким образом, отсчет времени начинался бы со 180-го меридиана. Удивительно, что этот меридиан является зеркальным отражением Гринвичского и делит земной шар на сегодняшнюю и завтрашнюю дату. Однако предложение Флеминга было отвергнуто в пользу Гринвича. Возможно, это решение помогло избежать ненужной открытости. Начиная с 2010 года в сети интернет стали появляться фотографии и видеозаписи загадочной подводной стены, сделанные блогерами и энтузиастами, которые использовали онлайн-карты и навигационные сервисы для изучения океана.
океана. Ученые и моряки осторожно высказывали свои мнения о существовании этого странного гигантского сооружения на дне Тихого океана. К сожалению, сейчас мы можем полагаться только на оставшиеся изображения и видео, потому что в 2019 году это таинственное образование было удалено с большинства онлайн-карт. Официальные исследования этого объекта также прекратились. Официальная наука относится к вопросу существования огромной белой стены в Тихом океане с большой осмотрительностью. Примечательно, что в архивах интернета все еще можно обнаружить старые научные работы, в которых косвенно говорится о грандиозной подводной конструкции, протянувшейся от одного полюса к другому на дне Тихого океана. Так, в журнале Nature Geoscience несколько лет назад была опубликована серия статей, посвященных Антарктиде, где исследователи подробно рассматривали феномен идеально квадратных или прямоугольных айсбергов в районе моря Росса. Именно там, где ранее на картах отмечалась упомянутая громадная стена. Поразительно, что в этих исследованиях ученые прямо указывают на присутствие подводной каменной структуры огромных масштабов, которая, по их мнению, влияет на формирование квадратных айсбергов. Более того, в этих статьях отмечено интересное наблюдение. Согласно данным исследователей, эта стена уходит далеко под поверхность Антарктиды и практически делит ее надвое. Одна часть ледового материка отличается монолитным рельефом, в то время как другая имеет вулканическое происхождение. Что же это может значить? Получается, что Антарктида разделена на два совершенно разных по геологическому строению региона, или подводная стена является продолжением ледяных преград Антарктиды? В 2024 году следы загадочной стены можно наблюдать на архипелаге Фиджи. Карты показывают, что она пересекает остров Тавиунь. Опытные дайверы давно мечтают исследовать эту структуру в этом районе, но погружения разрешены только в одном месте, где находится красивый коралловый риф. Интересный факт. Дайверов, отклонившихся от курса, встречает вооруженный патруль без опознавательных знаков, настойчиво рекомендуя придерживаться туристического маршрута. Если дайвер случайно попадает в закрытую зону с фото- или видеокамерой, его оборудование конфискуют, а все материалы удалят под предлогом защиты окружающей среды. Стоит отметить, что севернее архипелага Фиджи находится остров Раби, большая часть которого постоянно скрыта, похоже, специально обработанными облаками. В интернете можно найти информацию о том, что в этом регионе уже длительное время проводятся секретные исследования Великой Белой Стены, а острова арендуются влиятельной корпорацией на многие годы вперед. Возможно ли это та же самая организация, которая занимается тайными раскопками в Антарктиде? Антарктида является самым южным материком планеты, открытым российскими исследователями в 1820 году. Этот край, укрытый мощным ледяным покровом, хранит множество тайн. Здесь на протяжении более 2 миллионов лет не выпадает осадков. Однако Антарктида содержит свыше 80% всех мировых запасов пресной воды. Одним из уникальных объектов, скрытых под ледяной толщей, является озеро Восток. Оно было обнаружено также российскими учеными в конце 20 века. Площадь озера составляет приблизительно 161 458 футов, а максимальная глубина превышает 3937 футов. Водоем скрыт под ледником толщиной 11 886,5 футов. Температура на поверхности может достигать минус 130 градусов по Фаренгейту. И хотя света здесь нет, а давление чрезвычайно высоко, исследователи все же обнаружили там живые организмы. Эти бактерии развивались в изоляции от других видов, поэтому они кардинально отличаются от известных науке микроорганизмов. Однако Восток — это лишь одно из множества подобных озер в Антарктике, общее количество которых может превышать 400. На территории Антарктиды есть участки, где земля не покрыта водой. Одно из таких мест — впадина Бентли, находящаяся на земле Мэри Бёрд. Впадина, вероятно, образовалась в результате тектонической активности и достигает глубины 8333 фута ниже уровня моря. Несмотря на такую значительную глубину, она заполнена снегом. Материк Антарктида делится на две части – западную и восточную. Ледяные покровы Восточной Антарктики намного толще, их высота варьируется от 10 до 13 тысяч футов. Толщина льдов Западной Антарктиды существенно меньше – около 3600 футов. Это различие объясняется тем, что под восточными льдами находятся остатки древнего суперконтинента Гондвана, включающего такие современные континенты, как Африка, Южная Америка, Индия, Австралия и сама
Антарктика. Когда Гондвану разорвали тектонические процессы, часть антарктического материка оказалась близ Южного полюса, и ее древние ландшафты оказались погребены под слоями льда. Эти древние геологические структуры называются кротонами, устойчивыми каменными ядрами континентов возрастом от 100 до 500 миллионов лет. Как много еще неизведанного хранит в себе Антарктида, и удастся ли ученым полностью раскрыть все ее загадки? Этот вопрос остается без ответа. Таинственный континент продолжает беречь свои тайны, предвещая новые открытия в будущем. У меня же, друзья, очень к вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем удачи и до встречи.